Когда речь заходит о крупных техногенных катастрофах, на ум сразу приходят Чернобыль и Фукусима. По одной стороне, Чернобыльская катастрофа 1986 года с ее огромным выбросом радиации, долгосрочной зоной отчуждения и разрушительным психологическим воздействием на мир. По другой, авария на японской атомной станции Фукусима-1 в 2011 году, которая часто представляется менее ужасающей. Меньше пострадавших от облучения, меньшие масштабы ликвидационных работ, меньший глобальный шок. Однако простое сравнение по числам не отражает полной картины. У Фукусимы 3 реактора Каацавоугакейскартера оказались в критическом состоянии сразу. Инфляция последствий продолжает влиять на регион и мир, и в центре остается вопрос о том, как мы понимаем опасности ядерной энергетики и как учимся на ошибках прошлого. Основной тезис статьи таков: даже если непосредственный удар Фукусимы кажется менее драматичным, чем Чернобыльская катастрофа, масштабы и глубина последствий все равно впечатляют. В этом материале мы разберем причины аварии, объективные и скрытые угрозы, попытки ликвидации последствий, современные оценки рисков и долгосрочные последствия для региона и мировой энергетики. Впервые удар по Фукусиме – результат сочетания природной стихии и технологических слабостей. В 2011 году Япония пережила мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами, которые обрушились на берег и вызвали кратковременный, но разрушительный энергетический кризис на АЭС Фукусима-1. В основе кризиса лежали не столько неудачи конкретного реактора, сколько системная несовместимость механизмов защиты с реальными условиями, слабые защитные меры для сейсмически активной зоны и недостаточно надежные аварийные схемы охлаждения, которые должны были предотвращать перегрев и расплавление топлива. Важно помнить, на станции Фукусима-1 работают 6 реакторов. В реальности же авария затронула 3 из них, и последствия для каждого из них развивались по-разному. Это значит, что ликвидационные работы и требования к ликвидации загрязнения не единичный процесс, а сложная система действий, где каждый реактор вносит свой вклад в общую картину кризиса. Именно поэтому оценка опасности по международной шкале в случае Фукусимы основывается не только на уровне радиационного облучения, но и на масштабе и характере повреждений, количестве пострадавших и объеме необходимой ликвидации последствий. Одним из самых тревожных аспектов Фукусимы стало загрязнение грунтовых вод и воды океана радионуклидами. В отличие от Чернобыля, где последствия для окружающей среды в рамках Чернобыльской зоны были наиболее заметны, в контексте огромной территории и долгих временных отрезков Фукусима подчеркнуто касается океана, поскольку островная Япония имеет тесную связь с морем. Эпизодическое закачивание сотен тонн воды для охлаждения разрушенных реакторов сопровождалось необходимостью управлять этим молотом радиационного загрязнения. По данным ТЭПКО, к 2016 году было принято решение о возведении ледяной стены, технического решения, направленного на заморозку почвы вокруг реакторов с использованием жидкого азота. Цель – создать барьер, чтобы отработанная вода не проникала глубже в землю и не попадала в подземные воды, откуда радионуклиды могли бы и дальше уходить в океан. Стоимость проекта перевалила за 270 миллионов евро, отражая масштаб сложности и долговременность проблемы. Этот подход архаический по своей сути, но прагматичный. Он дает возможность удержать радиоактивные вещества в зоне, где они подвергаются минимальному контакту с окружающей средой до тех пор, пока не найдут устойчивый путь к переработке и утилизации.
В то же время задача по созданию зон отчуждения получила новый импульс. В Японии радиоактивно загрязненной оказалась территория в пределах примерно 20 километров вокруг станции, в отличие от Чернобыля, где речь шла о 30 километрах. В итоге около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, что стало одним из крупнейших населенных переселений после войны. Однако главная мысль: даже в условиях, когда непосредственные последствия для здоровья выглядят менее драматичными, долгосрочные экологические последствия Фукусимы не менее значимы. Радиационные изотопы, такие как стронций и цезий, могут сохраняться в экосистеме десятилетиями, что предполагает необходимость многолетнего мониторинга и адаптации регионального регулирования и сельскохозяйственной деятельности. Япония – островная держава с ограниченным пространством, поэтому зона отчуждения вокруг Фукусимы представляется не только вопросом безопасности, но и социальной устойчивости. В отличие от Чернобыля, здесь изначально была проблема дефицита площадей. Закрыть территорию на 20 километров невозможно было полностью. Как следствие, люди продолжали перемещаться по внешней периметрии, а поезда и пассажирские маршруты иногда проходили через опасную зону, что создает риск облучения пассажиров и жителей. В реальности это означает, что задача ликвидации последствий требует не только технологических решений, но и гуманитарных, экономических и социальных механизмов, чтобы обеспечить нормальные условия жизни для тех, кто был вынужден жить рядом с зоной. Не менее значимой является психологическая сторона истории. Жители островной страны, где землетрясения и цунами не редкость, сталкиваются с новой формой устойчивого страха перед техногенной угрозой. Этот страх – не только частная переживательная реакция, но и социальная матрица, которая влияет на решения корпоративного руководства, правительственных стратегий и образовательных программ. Как уже упоминалось выше, у Фукусимы было 3 пострадавших реактора. Это существенно влияет на характер ликвидационных действий и интерпретацию опасности. В Чернобыле ликвидировали 1 головной реактор, а затем пытались укрыть всю территорию. В Фукусиме 3 реактора требуют отдельного подхода к каждому из них. Разнообразие технических особенностей, различная степень разрушения и различная динамика охлаждения и поддержки. Это стал фактором, который усложнил работу специалистов и удлинил сроки восстановления. По сути, трудности с охлаждением – ключевая причина кризиса. Если бы системы аварийного охлаждения сработали как задумано, расплавление могло бы быть предотвращено или сокращено по времени. Как показывают данные, ликвидационные мероприятия после Фукусимы продолжались и продолжаются. Создание временных хранилищ для радиоактивных материалов, вывоз опасных отходов, строительство защитных сооружений и мониторинг состояния окружающей среды. Одним из самых амбициозных и спорных проектов стало создание ледяной стены вокруг реакторов. Этот шаг, несмотря на свою необычность и дороговизну, был необходим для замедления распространения радиоактивной воды в грунт и океан. Время, необходимое для полного восстановления, оценивается в десятилетия по мере распада самых опасных изотопов и восстановления экосистем. Фукусима не является меньшей чернобыльской катастрофой в прямом смысле слова, а скорее представляет собой иной тип глобального риска. Сочетание землетрясения, цунами и технологической уязвимости. Уроки из этого события можно обобщить так. Природная стихия может быть сильнее любого инженерного решения. В условиях сейсмически активной зоны защита должна быть рассчитана на удар, который может превзойти первоначальные ожидания проектировщиков.
необходимость гибких долгосрочных стратегий ликвидации последствий. Именно из-за сложности и масштаба инцидентов реагирование должно быть не только мгновенным, но и плановым на десятилетия вперед. Важность прозрачности и информирования населения. Чем эффективнее коммуникации между правительством, операторами и населением, тем легче управлять страхами и принятием решений, связанных с безопасностью. Сегодня ситуация на Фукусиме остается предметом активного мониторинга и научной оценки. Оценки МАГАТЭ и других международных органов позволяют сделать вывод, что риски для населения существенно снижены по сравнению с первоначальными пиковой фазой кризиса. Но это не означает полного исчезновения угроз. Радиационные изотопы продолжают оставаться источником риска в почве и воде, требуют постоянной ремедиативной работы, мониторинга и технологической модернизации. Что касается регионального влияния, Япония вложила значительные ресурсы в модернизацию ядерной отрасли, усиление защитных мер и развитие альтернативных источников энергии. В рамках глобального энергетического ландшафта кризис Фукусимы стал поворотным моментом. Он напомнил миру о важности обеспечения сейсмостойкости и устойчивости энергетической инфраструктуры, а также о необходимости диверсификации энергетики и усиления мер по управлению рисками. Авария на Фукусиме-1 стала не только техническим происшествием, но и культурным, социальным и политическим феноменом. Она заставила мир пересмотреть принципы проектирования реакторов, аварийного охлаждения и стратегий противодействия природным катаклизмам. Несмотря на то, что в глобальном масштабе последствия Фукусимы, возможно, выглядят менее разрушительными, чем Чернобыльская катастрофа, реальная история Тамокоуэки намного глубже. Это история о том, как общество учится жить с риском, как индустрия учится на чужом опыте и как мир подстраивается под новые нормы безопасности и прозрачности. В конечном счете, после Фукусимы остается важный вывод. Надежность энергетики – это не только технический вопрос, но и этический и социальный. Нужны строгие требования к проектированию, регулярное обновление инженерных стандартов, эффективная аварийная коммуникация и, конечно, четкие планы по ликвидации последствий и защите населения. Только так можно превратить уроки катастрофы в шаги к более безопасному и устойчивому будущему.